Всем привет! Сегодня нам предстоит нарисовать вот эти прекрасные груши. Я знаю, что это рисунок, это, мне кажется, масло, но очень уж хорошенькие игрушки. Но мы их будем рисовать в другой технике, потому что я хочу вам предложить сегодня порисовать в технике Гризаль. Это значит, что мы будем рисовать одним цветом. Это такая тонкая грань между живописью и графикой. То есть мы будем тон набирать и пролепливать форму только одним цветом. Какой именно, вы будете сами выбирать. Главное, не там охру, не желтый. Классика — это, конечно, черный и коричневый, и его производные как бы разные. Поэтому вы можете, на самом деле, можете синим и красным, каким угодно. Красным, кстати, немножко сложнее, а лучше какие-то темные такие цвета брать. Можете зеленый, фиолетовый. В общем, фантазия может буять как только вам захочется. Главная суть этого урока в том, что если вы, например, видите, что ваша живопись, она такая, знаете, достаточно однотонная, то есть вы набираете цвета, вроде что-то лепите, но по факту ни форма не получается и нету вот этой контрастности. Я тоже от этого страдаю, поэтому периодически как раз-таки устраиваю себе такие марафоны Гризали для того, чтобы перестать бояться акварели, ее тональности, вспомнить о том, что она у нее есть и должна быть, что все-таки нужно пролепливать форму не только цветом, но еще и тоном. Поэтому, в общем, вот эта техника Гризали, она прекрасно для этого подходит. Поэтому мы быстренько нарисуем груши. Я, скорее всего, буду использовать коричневый, вы выбираете свой. И потом уже бодро будем рисовать другие живописные картины. И я думаю, что вот это, это больше как упражнение, это не что-то такое живописное. Конечно, в технике Гризали можно рисовать абсолютно прекрасные картины, замечательные. Но у нас это будет такое более тренировочное задание. Итак, сейчас я быстренько закомпоную груши. Наверное, вот так вот лучше. Так. Мы не будем вот это отражение делать. Я думаю, что все-таки оно будет лишним, потому что это уже такая украсивление наших груш. Не будем так сильно заморачиваться, потому что нам нужно быстро, сочно написать вот эти самые груши и показать, что самое главное, их объем, то есть показать вот эту контрастность, показать тень, не постесняться набрать прям так мощненько акварельки. В общем, избавиться от многих страхов, потому что, повторюсь, я тоже страдаю от того, что моя акварель иногда уходит в сильную прям серость. Она и так немножечко такая припыленная, я так пишу просто. А иногда она прям вот теряет тональность совершенно и сливается во что-то такое абсолютно несимпатичное. И зачем оно нужно, мы будем писать красивенько. Так. У нас вот такая вот развернутая смешная груша, которая к нам пимпочкой повернута. Так. И получается у нее освещенная часть вот эта. Вот здесь она прикрепляется. Ее палочка. Я не буду сильно вырисовывать, просто я намечу форму. Здесь у нее такие немножечко помятенькие бочка. Так, вот здесь у нас тень. Здесь у нас тоже тень, которая сюда вот уходит. Так. Вот здесь она у нас лежит, здесь у нас тень. Так, здесь немножечко все-таки уберу, чтобы она мне не мешала. Так, вторая груша. Со второй грушей все гораздо проще. Она просто у нас стоит без каких-либо вариаций. Так. Здесь у нее наростик. Здесь у нее палочка. И, кстати, это упражнение как раз-таки тоже помогает в какой-то момент перестать видеть цвет и увидеть тональность вашей натуры, которую вы рисуете. Потому что очень часто, особенно если какая-то живопись такая многокомпонентная, многосоставная, с кучей деталей, мы так погружаемся в эти детали, в какой-то цвет такой, который вы хотите набрать, мы так туда бульк,
А в итоге получаем какое-то пестрое пятно такое, которое не имеет никакого объема, ничего такого. И, в общем, это грустненько, печальненько. Про это все-таки не нужно забывать. О том, что должно все иметь свою тональность. Так что будем с этим бороться. Так, вот здесь тень. Здесь тень от этой груши. И тень, которая у нас уходит. Так, у нас здесь еще такие вот штучки. Это, получается, неровности в этой... Там цветочек был, в общем, с той стороны, с попочки. Так, у нас здесь даже есть блик. Мы его наметим. Это хорошая вещь. Тоже добавляет объем. Вот, в принципе, наши груши готовы. Теперь давайте перейдем к акварели. Повторюсь, я возьму, наверное, какой-нибудь коричневый, какой-нибудь потемнее. Если я открою свою коробку для акварели... О, открыла. Ее в последнее время начала заедать. Так, я, конечно, здесь приготовила себе палитру. Но мне понадобится всего одна ячейка. Так. Берем кисточку побольше. И начинаем. В принципе, можно как начать? Можно начать с самого темного, можно начать с самого светлого, со среднего. Я люблю набирать сначала средний тон и прописывать тени и средние такие полутональности. То есть вот в моем случае, как бы по моей технике, мы зальем вот это место и вот здесь мы зальем все, но оставив при этом самые светлые моменты, потому что здесь вот тоже такой полублик, то есть он такой не оформившийся, но все-таки блик здесь нужно оставить. А потом уже я набираю тень, потому что мне всегда, ну вот я побаиваюсь, да, тени, поэтому как-то всегда немножко так хочется оттянуть этот момент. Поэтому начнем с чего-нибудь средненького. Так. Ну и тем более, что я всегда плюхаю сначала в тень красочку, что если я переборщила с тональностью, то ничего страшного. Тень это стерпит. А если бы я куда-нибудь на свет, то это было бы печально. О, да, хорошо. Такой средненький тончик. Мы проходим здесь хороший такой сильный блик. Его не надо забывать про него, потому что он хорошо подчеркивает форму. Так. И вот здесь. Здесь. И вот здесь, получается, у нас немножечко сбивает с толку красное пятно. Его не надо сбиваться, потому что по тональности оно такое же, как и желтое. То есть здесь освещенная часть, здесь темная часть. Поэтому мы никак его обозначать не будем, потому что мы здесь передаем только тональность, только объем делаем, только вот по насыщенности, по тону. Поэтому как бы красное пятно мы никак обозначать не будем. Теперь я хочу немножко водички. Немножко еще здесь пройтись. И водичкой разойтись. Немного. Здесь у нас чуть-чуть будет все-таки. Ее надо отделить от фона. И потом, хорошо промыв кисточку, я размываю вот эту внешнюю часть нашей груши. Здесь тоже немножко надо добавить. Я хочу еще в тень добавить, пока у нас есть эта влажность. Она хорошо растянет сама тень, то есть разойдется. Тень очень симпатичная. Так, и здесь тоже нужно. Вот видите, она там переливается в лужки. Тут немножко мы, конечно, залезли, я сейчас почищу. Потому что там все-таки должно быть светлое пятно. Пока вот у нас такая тональность, можно как раз залезть сюда. Вот. У нас тут несимпатичное получилось вот это место. Мы сейчас его заполним, потому что здесь все-таки тоже должна быть тень.
Эх, воды много добавила. В нашу тень большая лужа получилась. Так. Все-таки здесь не самый такой яркий блик. Он не должен... То есть вот этот блик, он светлее, чем получается... Он такого же примерно тона, как и здесь, но темнее, чем здесь. То есть вот этот блик, он не должен конфликтовать с этим, поэтому про это тоже нужно не забывать. Потому что блики, да, бывают в тени вот такие. Это даже, я думаю, не блик, а что-то близкое к рефлексу от вот этой груши. Ну, что-то среднее такое. Так, я сейчас немножко уберу водичку, которую я здесь налила. Иначе она будет сохнуть очень-очень долго. Так. И тем более вот нам нужно промыть это место. Но все равно сейчас немножко просушим эту часть. И все-таки закончим с темным местом нашей груши. Так, теперь вторая груша. Давайте ей займемся. Тоже средненький тончик, потому что здесь вот подальше от нашей предыдущей груши. Здесь у нас совсем тень, но мы потом и подберем тональность нашей груши. Такая тут тень немножечко ломаная за счет того, что фактура груши, она не, ну, например, не как у яблока, она такая немножечко как целлюлитненькая. Похоже, по крайней мере. Вот. И поэтому ее тень такая немного волнистенькая. Так, и здесь она сюда уходит. Здесь тоже чуть-чуть уходит. Здесь немножечко заходит наша груша. И получается, у нее тень еще идет отсюда сюда. Так, ну вот такое. Здесь набираем мощи, набираем все сил и вводим более темный момент. Здесь темнее, и здесь темнее. Здесь тоже темненькое пятно, потому что чем дальше, тем как бы темнее тень получается. Чем дальше от нас, от глаза, тем темнее. Так. Пусть оно подсохнет, потому что я здесь еще хочу прописать. Вот можно вот это место прописать, пока оно сохнет. Все остальное можно сюда. Видите, как форма подчеркивает вот это темное место. Так, и вот сюда выводим. Пока еще не очень все понятно, но мы сейчас немножко посушимся и закончим. Так, у меня немножко подсохло, поэтому продолжим, потому что пока это выглядит не очень симпатично, но мы продолжим совершенствовать наши груши. Я опять хочу средний тон взять, никак он меня не отпускает, потому что я хочу вот это заполнить. Все-таки нужно иметь вот эту градацию между тенью и светом. И вот здесь у нас очень четко показывается, где тень, где свет. И нужно об этом не забывать. Вот здесь на самом деле можно закрыть, что все равно будет палочка достаточно темная. И вот здесь немножко, ну за счет того, что вот здесь узкая, а потом широкая, то мягкий бортик такой есть. И за счет того, что там красный бачок, его не так хорошо видно. Но он там есть. Ну, то есть переход на более широкую часть грушки, он там есть. Так. И вот как раз средненький тон нам нужен для того, чтобы вот здесь нам немножко подлепить. Вот здесь. То есть нам нужно вот эту округлость нашу тоже сделать круглой. Так. Здесь тоже какие-то блики. Но все-таки большая часть у нас в тени, потому что самая близкая к нам часть вот эта. То есть она будет самая светлая. И вот здесь вот этот плечок — это самая светлая часть. Все остальное у нас все-таки в полутон будет уходить.
Так. Как раз мы можем прописать полутон нашей груши. Здесь он немножко больше. То есть вот эта часть у нас самая близкая, поэтому надо еще вот здесь получается сделать полутон. Полутон, свет. И потом полутон, тень. Так, ну давайте немножко тень тогда попишем. В принципе, если не пересекаться с полутоном, который я уже нанесла. Ох, теперь самое такое. Ну нет, я не так уж темно взяла, но вот сложно иногда некоторым вот прям сесть и ляпнуть такую тень, прям чтобы она была тенью. Все время кажется, что это слишком темно, слишком как-то, ну... На самом деле, никогда не забывайте о том, что акварель высыхает и немножечко светлеет. Поэтому то, что нам кажется жуткой тенью, иногда может высохнуть и превратиться в такую красивую лессировочку полутон. Так, здесь надо немножко подразмыть. Здесь тоже подразмыть все-таки. Хочу еще немного насыщенности взять и вот здесь прям. Ну, опять не получилось прям сильно взять. Ну ладно. Вот здесь у нас тоже тень будет такая прям теневая тень. Так, вот здесь чуть-чуть такого по контуру. Так. Пока у нас есть вот эта темная часть, можно ее повкраплять. Немножечко повливать просто тона уже нашу лужу, которую мы создали. Нашу лужу тени. Видите, она уже начинает у нас появляться. Так, хороший тон, поэтому давайте и здесь пропишем его. Так, очертания груши. Вернем их, а то они немножко у нас ушли. Так, вот здесь тоже тень. У нас такая плотненькая. Здесь она у нас продолжается. Не стесняемся, набираем. Так. У меня пропала картинка. Вернулась картинка. Так. Еще сейчас немножко подразмою. С вот этой стороны что-то не хочу, потому что оно хорошо. Даже, наверное, не чистой водой, но таким полутончиком. Так, и вот этим же самым полутончиком еще вот тут немножко. За счет того, что она заворачивается туда под низ. Здесь у нас будет достаточно темно. Тем более, что отсюда еще выходит тень. Можем ее сразу наметить. И тень тоже самая плотная под самым-самым объектом, а потом она рассеивается. Так, надо наметить вот эту палочку, потому что она сбивает с толку. Из-за того, что она светлая, она на самом деле должна быть темной. Мне кажется, она портит немного внешний вид. Так. Вот здесь тоже можно немножечко добавить. И вот здесь тоже хороший тончик. Так. Вот здесь можно тень. Начали появляться наши груши. Здравствуйте. Так, здесь чуть-чуть добавим.
Здесь хочу немножко полутон. Вот тут. Здесь немного полутона, здесь прям тень хочется, чтобы отделить одну грушу от другой. Так. Как-то слишком вот эта большая часть, видимо, она сильно отвлекает. Ну, она немножко неестественно большая. Вот как раз тень мы можем ее подкорректировать. Так, хорошо. Теперь здесь немножечко добавим. И здесь. Так. Полутончик нужен. Здесь немножко. Здесь немножко, здесь немножко. Здесь теперь тень. Немного еще здесь добавим. Здесь тоже такой полутончик. Полутончик, полутончик. И наша игрушка закрутилась. Здесь хочу тоже полутончик, потому что, конечно, здесь контраст, но не настолько. Так. Немножко вывести сюда надо по форме. Здесь не очень симпатично получилось. Надо немного смягчить. Так. Так, теперь посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь должна быть тень. И кусочек света. Позначим это дело. Так. Немножко над этой игрушей поработаем. Здесь как раз таки игра полутонов у нас идет, за счет того, что это освещенная часть. Но все-таки мы же понимаем, что груша круглая. У нее есть какой-то объем. Здесь я просто грязной водичкой немножко прохожусь. Вот этот объем создаю. Не забывая про блики. Не забывая о том, что у нас вот эта часть тоже имеет форму. Вот так немного я ее расхожу. Так. Здесь хочется прям еще темнее сделать. Прям еще хочется. Надо дождаться, чтобы немного подсохло. Так, здесь немножко подразмыть, потому что здесь такой четкий блик, который уходит под грушу. А я его перекрыла средним тоном, из-за этого немножко форма груши у нас поменялась. И вот это место, сейчас покажу, вот это тоже оно такое, немного не по форме пошло. Из-за этого, мне кажется, немного поломалась форма. А мы же этого не хотим, поэтому откладываем, сушимся и возвращаемся. Итак, подсохли, продолжаем набирать обороты, продолжаем набирать тональность. Нам все-таки немножечко все не хватает и не хватает. Я хочу начать как раз с вот этой тени, подчеркнуть то, что видите, насколько темное вот это место, что оно отделяет предмет от поверхности, на которой оно находится. И нам нужно найти эту точечку и обозначить ее. Нам ее не хватает, потому что сейчас у меня все это сливается, нам это надо разделить. Вот так. Дальше у нас пойдет уже, но уже получше. Не идеально, но уже получше. Так. Вот. Теперь можно палочку немножко отделить от нашей игрушки.
Здесь можно отделить палочку от игрушки. Вот. Уже пошел какой-то процесс. И салют у меня за окном тоже пошел. Очень вовремя. Пока у нас такая хорошая тональность, ее продолжаем немножечко набирать в других местах. Так. Чуть-чуть вот тут, немножечко вот тут и немножечко вот здесь. Так. Вот здесь. Начинает заворачиваться груша. Медленно, но уверенно. То есть, как вы видите, мы вообще не используем никакой цвет, только тон. Только тоном мы вылепливаем форму. Вот. Иногда бывает, что не хватает как раз-таки тональности. То есть живописно очень красиво написано, но тональности не хватает, все сливается, и очень хорошей работой из-за этого проигрывают. Так. Здесь все-таки нужно немножко полегче, потому что эта груша у нас не настолько темная, но достаточно темная. Но не настолько. Вот здесь можно тоже полутончик все-таки, потому что это тень, как я уже говорила. Хоть это блик в тени. Так. И хочется все-таки вот здесь немножко еще прописать. И вот здесь загнуть тоже вот в этом месте. Немножко продлить. Чтобы наша игрушка такая была прям вкусненькая, объемненькая. Так, здесь тень. И здесь у нас тень. Так. Вот. Груша появилась. Здесь тоже ее можно немножко подрезать тенью. Выровнять ее форму. Здесь вот нам еще нужен немножечко переходик. Переходик. И вот здесь-то надо еще немножечко зайти тончиком. Еще тончиком. Здесь. Так. Хочется еще немножко подчеркнуть. Вот не хватает мне вот этого отрыва еще. Когда он появляется, это сразу видно. Вот сразу. Ты понимаешь, что это оно. Когда твой предмет отрывается от поверхности. Так. Немножечко здесь такой контрастности добавлю. Но уже лучше. Здесь только нужно выровнять и вот так уйти. Так, хорошо. Эй, не гасните груши, пожалуйста. Здесь у нас тоже плотность сильная должна быть, потому что у нас самое темное место получается за грушей, потому что ее перекрывает другая груша. Еще один салют. Ну, после новогоднее время что поделать. Так, хочу полутона. Хочу вот здесь немножечко по форме пройтись. Вот здесь. Зря довела. Надо промокнуть. Хорошо было, когда не было доведено. Здесь что-то у меня уже полутон уже совсем темный получился. Ну, воспользуемся этой возможностью. Сделаем здесь ложбинки внизу. Чуть-чуть вот так. Чуть-чуть здесь пропишу. Постепенно наши игруши появились. Так, еще вот здесь можно немножко
Так. Так, и все-таки вот здесь еще надо. Здесь все-таки груша касается поверхности, и здесь темное место должно быть. Так. Вот такие вот у нас вкусные игрушки получаются, уже получаются. То есть в целом, конечно, можно за раз набрать тональность, но не каждый сможет это сделать. Есть люди, которые сразу прям так шмяк и все. И набрали тональность. Есть такие люди, как я. Лессировка за лессировкой, за лессировкой. Потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Тут главное грязищу не начать разводить, потому что когда вы с цветом работаете, каждый последующий слой должен иметь все меньше и меньше в себе, в составе цветов разных. Но именно цветов. Потому что они же накладываются друг на друга, и тогда все как бы хуже и хуже будет. Если каждый раз будут очень сложные комбинации цветовые. А если вы такими практически чистыми цветами пишете, то вполне себе может сложиться в очень симпатичную картинку по итогу. Так, я думаю, мне пора останавливаться. Потому что, мне кажется, наши тренировочные груши уже и так неплохие. Свою задачу я выполнила. Сейчас еще немножечко подчеркну вот здесь, и все. И я отстану, вот, честно, от этих груш. Вот. Мне уже нравится. Это уже хорошо. Так. И в этом месте надо у нас еще немножко палочку. Так, все, я отстаю, иначе дальше будет как раз-таки грязь. Даже с одним цветом можно навести грязищу. Это вполне возможно. Все, я надеюсь, вам это поможет. Поможет это упражнение, поможет этот урок. Сейчас еще чуть-чуть. Сейчас еще чуть-чуть и все. Вот. Не хватило. Какая-то куция получилась у нас здесь. Вот так лучше. Да. Все. Все, бросаю. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих уроков. Пока-пока.